Год назад у 35-летней Стефании Смит родился сын Исай. Когда малыш появился на свет, вся ее жизнь наполнилась любовью. Сутки напролет мама и сын проводили вместе, радуясь друг другу. Однако все это длилось недолго. Спустя 3 месяца на коже мальчика появилось пятно, которое превратило их счастливую сказку в полный кошмар. Сыпь становилась все больше и больше с каждым днем. Исаии приходилось чувствовать новые для себя запахи, реагируя на которые, его кожа разрывалась и кровоточила. Врачи решили, что у мальчика тяжелая форма экземы. Они прописали малышу топические стероидные мази, от которых Исаии поначалу становилось легче. Прошло некоторое время, и сыпь на коже проявилась еще сильнее прежнего. Мама прибегала к более сильным препаратам, но история повторялась вновь и вновь, ее сыну от лекарств только хуже. Ужасная сыпь покрыла все тело малыша. Его волосы выпадали, чувствительность исчезала. Доктора разводили руками. Врачи думали, что это просто экзема, рассказывала Стефания, все говорили одно и то же. Один из докторов даже сказал, что я отравляю сына своим молоком, поэтому должна немедленно прекратить кормить его. Прошло 5 месяцев, и у Исаи случился приступ, кожа начала разрываться глубоко изнутри. Скорая увезла мальчика в госпиталь, где его лечили сильными стероидами. Мази дали результат, но через 2 дня приступ вернулся с новой силой. Для того, чтобы избежать инфекции, Стефания регулярно обертывала своего малыша медицинскими бинтами. Даже его пальчики, которыми он мог почесать себя во время сна, должны были быть полностью закрыты. Исаии становилось лучше только в воде. Дни напролет мама проводила с малышом в ванной, пока тот лежал в раковине. Только там ее сын не плакал. Каждый раз, когда мы касались друг друга, его кожа начинала вскрываться изнутри. Я не могла приложить его щеку к своей. Я не могла даже обнять его без всех этих бинтов, рассказывала Стефания, ему все время было больно, он кричал. Я все время плакала. Он выглядел так, как будто у него не было кожи. Боль была невыносимой все время. Однажды, совсем отчаявшись, я молила Господа о том, чтобы он дал моему сыну другую жизнь. Врачи прямо говорили, что ничем больше не могут помочь. Боль вылилась в отчаяние, слезы не сходили с глаз. Стефания не знала, существовала ли хоть какая-то возможность спасти сына. Немногим позже она заходит на форум в интернете, где случайно натыкается на фотографии детей, имеющих проблемы с кожей. Они обсуждали стероиды. Их побочные эффекты могут делать сыпь еще сильнее, если ты прекратишь их принимать. Стефания отказывается от стероидного лечения сына и решает делать собственные лосьоны и мази. Сочетание лимонной травы и цинка сработало лучше всего. Вскоре на теле Исаи начали появляться пятна, свободные от всякого воспаления. Спустя 10 месяцев после отказа от стероидных мазей, кожа малыша снова вернулась к норме. Нас осматривали 35 докторов. Они все думали, что это экзема. Сейчас я очень хочу показать им фотографии, на которых Исаи полностью здоров. Самое главное, что мальчик, к которому когда-то никто не мог прикоснуться, сейчас может весело играть с другими детьми. Мы потеряли целый год. Целый год я не могла поцеловать его, прикоснуться к нему. Сейчас мы постоянно обнимаем его всей семьей. Ему так нравится. Стефания поделилась своим опытом, чтобы помочь другим. Она, как никто, понимает боль женщины, ребенок который вынужден беспрерывно страдать. Спасибо за уделенное внимание. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подпишитесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий. До новых встреч!